Представители знака зодиака Овен, Овны мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, финансы, работа, перспективы и новые способы дохода. У меня нет тематических видео практически на канале, и одна из подписчиц мне подала идею, попросила. Ну, на самом деле, наверное, сейчас жизнь настолько многолика и много перемен, которые даже мы не планировали, обстоятельства так складываются, что кто-то из нас вынужден искать как новые способы заработка или продумывать карьеру свою, а прежде мог и не думать, да, а тут как-то обстоятельства так сложились. Вот давайте мы узнаем, что на октябрь месяц для вашего знака конкретно по деньгам, по тому, что вы сами себе планируете или, может быть, к чему-то приступили. Ну и затронем тему, может быть, вот в том пункте или в том контексте, когда новые способы дохода или новые способы заработка. И здесь у каждого по-своему. У кого-то это хобби, творчество, кто-то решил заниматься ремеслом, кто-то квартиры сдает, да, в наем и тоже пытается денежку заработать. То есть обстоятельства самые разные. Но, наверное, главный критерий это то, что мы не сидим сложа руки, мы что-то планируем, пытаемся. Может быть, уже вы что-то попробовали и не раз что-то получилось, что-то не очень. Метод какой-то проб и ошибок. И это не совсем гадание, не совсем это какой-то как долженствующий прогноз. Нет, конечно. Мы вместе с вами рассуждаем, размышляем, предполагаем и допускаем альтернативные варианты развития событий. Итак, вначале мы сделаем с вами своего рода сигнификацию, что у вас сейчас на данный момент, как видят карты. Но есть желание двигаться вперед. Вот кто смотрит мой расклад и для кого это как бы подойдет, что будут нам дальше рассказывать карты, это для тех, кто действительно не поседа где-то, да, или уже имеет какой-то план действий, или словно сложил тезис-план. Кто-то из вас был вынужден куда-то отправиться, или кто-либо из вас планирует этот самый переезд, или готов, может быть, даже изменить свою жизнь. К примеру, до этого был в офисе, а теперь я готов на командировке. Или вы готовы на какие-то изменения графика вашей жизни, работы, либо осуществить ваше какое-то желание или для того, чтобы улучшить как-то финансовую ситуацию. Давайте мы узнаем, какова сама по себе эта ситуация. Может быть, на прежнем месте работы или по прежнему роду заработка, как бы, да, каким способом. Было противостояние, было непонимание, было много пустых разговоров, но не было какой-то конкретики. Может быть, много сил было потрачено на то, что пришлось доказывать свои позиции, да, или отстаивать свое мнение. В итоге это все надоело. Но это одна часть. А для кого-то из вас, может быть, вы смотрите расклад, я уже себе как бы запланировал, или я себе составила какой-то план, но мне страшно. В каком плане? Не то, что это испуг, а это сомнение, а получится у меня или нет. И поэтому вы смотрите расклад. Вот давайте мы с вами посмотрим, каковы же вот так вот в целом планы выхода, ну, из какого-то или безденежья, или если это было связано с карьерой, и когда нас не поняли, такое тоже может быть, когда побудительным мотивом будет «я не могу в этом коллективе находиться», правда? Ну, чего греха таить. И такое бывает. Создаются такие условия человеку, когда постоянно как будто тебя пытаются, ну, так унизить. Вот такое тоже ведь есть. Или тебя пытаются, как бы, что бы ты ни предлагал или что бы ты ни делал, всегда встречает какой-то негатив. Вот у кого-то и такая могла побудительный мотив такой мог быть или такая ситуация подобная. Так вот, каковы перспективы, вот, да, или из такой патовой ситуации психологически сложной на работе, когда ни денег и ни взаимопонимания, или просто, может быть, и все хорошо, но финансовое болото. Каковы тенденции, перемены? То есть, да, мои дорогие овны, у кого какие бы ни были вот тут разного рода, с разными нюансами обстоятельства, вам нужно что-то менять. Если правда, хоть финансовое болото, хоть эмоциональное какое-то болото, если мы будем поступать как прежде, наверное, и не нацелимся на какие-то перемены сами, то мы ничего и
не изменим. То есть закономерность, посмотрите, тройка жезлов, человек уже смотрит в будущее, он уже как бы спиной, он уже принял решение, он уже спиной повернулся к прошлому. А колесница нам так и говорит: отпускай прошлое и встречай все то, что приходит на твой порог. По этой карте нужно быть где-то гибким, принимать, наверное, те варианты, которые нами еще не отработаны, не опробованы. Будет вам давать пространство, это старший аркан, какие-то еще, может быть, изменения событий или какие-то возможности, которые мы должны испробовать. Но мы как будто в начале пути. Нам придется осваивать новый опыт. Вот давайте мы узнаем, что, если мы говорим про вашу работу, что по вашему прежнему месту работы или где вы находитесь сейчас. То есть ведь у каждого своя какая-то ситуация, поэтому я себе вопросы, позиции как бы наметила. Так вот, тот, кто продолжает работать, вот на прежнем месте работы, что, какова карьера или каково продвижение? Вот вообще все серьезно, правда. Если вы приняли решение, я остаюсь точно, но я на этом месте буду что-то менять, или как-то я вижу, может быть, ситуация изменилась за последнее время, и я могу построить вот ту самую карьеру, или поменялся начальник, и новый человек ко мне не относится предвзято, и это где-то сказывается на коллективе, короче, я остаюсь. И как будто это по судьбе. Все-таки, когда выпадает иерофант, это те события, которые нас либо подводили к какому-то итогу, либо что-то поменялось. Опять-таки, значит, изменения работают в какую-то нашу пользу. И вы тоже можете принять окончательное решение. Решение само по себе у вас как будто не случайно. И каковы тенденции карьеры, хотя уже сама по себе карта говорит о прекрасных тенденциях. У нас получится что-то осуществить, если мы готовы учиться. С другой стороны, если мы где-то готовы быть, ну, я не скажу, что альтруистом прямо на 100%, но все же по карте Иерофант это карта учителя. И к нам могут обращаться. Это вы, мои дорогие овны, можете быть как учитель. Вы уже эксперт в какой-то области или профессионал. И как будто по этой карте, если мы готовы делиться собственным опытом и знаниями, мы как будто и будем их получать, но и отдавать какой-то взаимообмен предполагается. Если мы готовы где-то столкнуться, тем не менее, нам говорят, эмоциональная какая-то напряженность может остаться. Если таковая имела место быть, или могут быть какие-то новости, или какая-то информация, которая потребует от нас, знаете, может быть, это поведение людей, когда нам придется все-таки быть более хладнокровным, где-то не поддаться импульсу. Или перед тем, как, может быть, получив любое предложение, или мы слышим вот какую-то информацию, да, как будто нужно перепроверить, понимаете, вот этот элемент. Нам может быть подано что-то в одном ключе, а на самом деле правда где-то будет другая. Нам придется где-то себя страховать в том плане, как перепроверять ту или иную информацию, события. Не включаться где-то эмоционально, эмоции вообще убрать. Вот это точно. Если вот прежнее место работы или прежний род заработка есть возможность построить как раз карьеру, но тогда тактику нужно совершенно поменять. Вот где-то, как мы говорим, не поддаться первому импульсу, перепроверить, что вам сказали, услышанное что-то, или уточнить как будто, но не выдавать свои где-то мысли, не высказывать своих эмоций. Вот тогда как будто карьера у нас идет в рост. Давайте мы посмотрим, и к чему вот хорошо это все приводит. Каковы дальнейшие перспективы на старой работе. Но вы знаете, мои дорогие, либо вы здесь получите какую-то действительно должность, либо, может быть, двояко. Все, наверное, зависит, вот как по пажу мечей, как мы будем реагировать или как мы будем готовы учиться сами и учить, может быть, кого-то или передавать свой опыт, смотря чем вы занимаетесь. Насколько мы правильно провзаимодействуем с людьми и с людьми сложными, от этого зависит наши последующие действия. Вы как будто можете, или, по крайней мере, кто-то из вас все равно прийти к выводу: нет, я ухожу. Вот у кого-то такое может быть, потому что выпадает отшельник, он идет один. Конечно, для кого-то эта карта может как раз и говорить о том, что вы получите эту должность.
Вы можете получить, и тогда отшельник– это мудрец, к которому дважды обращаются за советами, потому что он знает, как решить сложную ситуацию или распутать этот узел какой-то противоречий. И тогда вот все те энергии, о которых я только что говорила, они вам как будто будут, ну, совершенно необходимы. Поэтому если мы в себе такие качества разобьем, как третейский судья и мудрец одновременно, то тогда мы будем практически неуязвимы. Если мы говорим о деньгах, то отшельник– это у нас дервиш, ему как будто деньги не нужны, но мы, понятно, не отшельники. И с одной стороны, нам это даст, знаете, уверенность в собственных силах, какую-то свою философию жизни, причем не оторванную от мира, а где-то, когда я научился себя страховать, где-то, да, или когда я научилась предвидеть на пару шагов вперед, когда научился не ждать от людей больше, чем следует, может быть. Но сказать, что это приносит материальный доход, я не могу. Но давайте мы все-таки достанем такую карту. Если перспективы, они двоякие, мы сказали, но уже подразумевается по карте, что больших денег мы не получим, ну или каких-то, которые бы вас, наверное, радовали или устраивали вполне. Так вот, каковы на прежнем месте работы финансовые перспективы? Ну вот, да, то, что я сказала, так оно и есть. Мы не можем что-то исправить. Больше денег не дадут. Должность дадут, уважение дадут, вашу экспертность, популярность какую-то, да, вашу, ну, вот в своих кругах или в вашей профессии. Это вы все получите. Но рано или поздно, правда, мы все равно встаем перед выбором. Хорошо. А дальше что? И как будто все равно, правда, вы можете принять, может быть, это будет более спокойное, взвешенное решение, когда я не останусь на прежнем месте, я складываю оружие, потому что больше я не вижу никаких перспектив. Но тогда, оставаясь, да, какое-то время на прежнем месте работы, вы можете самому себе сказать, что я сделал все, что мог или сделала. Но, видимо, все возможности уже были проиграны, дальше пути как будто нет. Давайте мы тогда посмотрим новые способы заработка. Что, в принципе, для вас? Ну, оставаться где-то в таких рассудительных энергиях и одновременно расчетливо хладнокровных нам как будто нужно. Здесь нужно не просчитаться. Нам как будто, посмотрите, одна карта статусная и вторая. Иерофант– это у нас учитель, это где-то спокойное течение жизни, кстати. Если вот мы ничего не меняем, то каких-то американских горок у нас не будет. Ну, вот так, когда все прямо переворачивается. По королю мечей найти новую работу, предположим, что это может быть, если мы говорим новые способы заработка. Вам, может быть, мои дорогие овны, кому-то действительно все-таки следует делать карьеру, потому что король мечей– это статус. Это хладнокровие, это где-то жесткость и умение скрывать свои эмоции, умение где-то быть беспристрастным и непроницаемым. Это идеальный вариант для того, чтобы занять высокий пост по бюрократической лестнице или по лестнице иерархии. Иными словами, это власть. Поэтому куда-то, как властные структуры, люди в погонах или люди в форме. Может быть, форма разная абсолютно, начиная, ну, от врачей или начиная, понятно, тут и у нас и таможенная служба, и военные идут, и полиция или милиция, у кого тут что. Или это могут быть еще какие-то кто носит форму, ну, кто у нас, по-моему, железнодорожная, да, служба, авиа, то есть вот много ведь сфер жизни, но это как подсказка, где мы можем себя как будто приложить или, вполне вероятно, попытать удачу и найти вот то, что вы умеете делать хорошо, найти себя как будто на этом поприще. С другой стороны, это воздух, стихия мечи. Поэтому для кого-то из вас посредством интернет, IT-сфера великолепно проигрывается. Сейчас несложно IT как будто, ну, начать даже с какого-то минимума, приобретя эти скиллы, как это называется, да, так вот, если вы, ну, например, самое начальное, наверное, да, с чего многие, я знаю, начинают, это когда тестировщиком работают. И нужно несколько месяцев для того, чтобы эти скиллы освоить. И вполне вероятно, вы найдете работу, и у вас это дело пойдет.
Да, потребуется усидчивость в этой работе, пунктуальность, а это все идет где-то по этой же карте. Поэтому это вот все те качества, в которых мы можем себя найти. Но и с другой стороны, может быть, для вас это Овны, для кого-то из вас точнее, это будет как подсказка. Надо мной никто не стоит. Мне никто не тычет пальцем, что мне делать ежеминутно. Меня никто не корректирует. Вы сами себя будете корректировать. Вы сами себе будете этот третейский судья. И если мы что-то сделаем криво, значит, нам придется либо переделывать, либо мы получим тот результат. То есть на это мера ответственности ведь тоже идет по королю мечей. То есть здесь нужно правильно какой-то выбор сделать. Но у вас как будто совершенно другое качество жизни может быть. Хотя энергетика совсем не ваша, мои дорогие Овны. Но варианты прекрасные к доходу совершенно новому и даже к новому виду деятельности. И где-то по строению карьеры сразу король мечей – это где-то карьера. И вообще, если в целом энергетику смотрим, кто такой король мечей? Это тот человек, который наиболее удачлив. Дела, работа, бизнес, деньги – все. Вот с любовью тут у него сложно, это да, бывает. Но то, что мы говорим, как раз тема нашего сегодняшнего расклада, вот тут со знаком плюс. Хорошо, и что же тогда? Как это будет продвигаться? Давайте мы узнаем, вот каковы будут перспективы, в какую сторону. Вам нам сразу победу говорят. Даже нечего задавать вопросы. Ну вот так, правда. Мои дорогие Овны, есть смысл менять профессию? Может быть, я все не перечислила, да, вот все сферы деятельности. У кого-то это может быть ведь, ну, что-то либо через интернет связанное, правда, как интернет-магазин. Тоже мы говорим воздух, эфир, пространство, интернет в конечном итоге. Либо вы о себе заявляете в интернет и сдаете, может быть, помещение, недвижимость, либо вы посредством тоже как-то интернет свою популярность развиваете, если, предположим, вы блогер или вы умеете своими руками делать хорошо что-то. Вы как ремесленник, понимаете, или у вас есть профессия, умение, скилл, но имеется в виду не в плане IT, а сам по себе навык, который вам поможет заработать деньги. Судя по всем выпавшим картам, так вот, если суммировать, если вы сейчас заняты даже своей профессией, в которой вы абсолютно уверены, любите вы ее, ну это как смысл жизни, то тогда я бы сказала, как минимум надо делать карьеру. Вот нельзя как будто быть, знаете как, ну не то что на вторых ролях, а когда вы какой-то ситуацией не управляете. Все-таки очень статусные карты, посмотрите, как будто все равно, хочешь не хочешь, вы ведь лидеры. И Овен знак соответствует по Таро император вашему знаку. Когда, безусловно, это мера ответственности, но это все-таки и карта власти. И поэтому то, с чем вы рождены, как будто это нельзя в себе задушить, понимаете? Это нужно, наоборот, развивать. Тогда, наверное, ваши лучшие качества, они вам и доход приносят, и радость от жизни, самореализация какая-то. Все же в нашей жизни это очень важно. Хорошо, давайте мы говорим про октябрь. Так вот, если мы про дополнительный доход для тех, кто уже занимается чем-то, может быть, недавно приступил к чему-то новому, да, и хотел бы знать, насколько продуктивен будет октябрь месяц. Будет ли доход, будет ли получение денег от нового вида деятельности? А у нас выпадает карта Луна. И по Луне у нас такая ситуация, когда тысяча каких-то неопределенностей. Но это может быть как подсказки «Будь мудр», например, может быть и какая-то пауза по этой карте, когда все-таки это старший аркан, вы могли засомневаться, может быть, поэтому смотрите видео, что получится, не получится. Может быть, много компонентов в вашей теме, когда не все под вашим контролем, такое тоже может быть. Или вы в данной местности, или по вашему виду деятельности зависите от каких-то внешних обстоятельств. Хорошо, ну тогда по карте Луна нам, кстати, говорят, что это такой период. Выглянет солнце, все станет по своим местам. Будут какие-то новые возможности. Но меня интересует конкретика. Деньги будут, вот и все. Снова нам дополняют карту Луна и говорят ожидание. То есть по-новому, если вы недавно приступили к какому-то виду деятельности или начали самостоятельное свободное плавание, то тогда нам говорят, что может быть период ожидания. Хорошо, а что тогда дальше?
как видят карты. Но вот потом из ожидания будет самореализация. То есть, ну, наверное, не так все быстро, как бы нам, может быть, и хотелось, но все равно, раз выпадает королева Пентаклей, это когда у нас все под контролем. Это когда мы как раз то, что было в ментальности, или то, что мы планировали, осуществляем в реальной жизни. Эта карта сама по себе не просто получение денег, а имение этих денег и уверенности в завтрашнем дне, в сегодняшнем, когда у нас все под контролем. Вам словно перейти на новую ступень надо, но это не будет быстро. И будет, может быть, где-то с ожиданиями, а где-то с вот этими какими-то неопределенностями. Может быть, с чем-то нужно еще как бы разобраться. Или, может быть, где-то что-то и подождать. Но если мы говорим от нового вида деятельности, заработок в октябре, как будто через ожидание и решение, или решение каких-то вопросов. Может быть, не все у вас решено, может быть, не все оформлено, или вы сами знаете, что да, есть кое-какие нюансы, которые меня тормозят. Мне вот это тоже нужно либо проработать, либо как-то решить, согласовать. Тут ведь у каждого какая-то своя ситуация. Тут как будто именно внешние факторы где-то влияют на период ожидания денег, по сути дела, благополучия, состоятельности, и когда мы уже и еще дальше строим планы. Давайте мы достанем совет от карт, мои дорогие овны, на октябрь. Вот такая перезагрузка. Вот, ну надо же. Когда я задумала сделать этот расклад, я даже не предполагала, что может быть столько старших арканов. То есть где-то тема, она, ну, на злобу дня, может быть. Потому что, видимо, многих это интересует. Карта трансформации нам говорит, отпускай. Вот как будто ты уже внутренне, ментально, уже отпустил какое-то прошлое. И, скорее всего, те, кто смотрит расклад, уже где-то ищут выход. Может быть, вы на сегодняшний момент, когда вы смотрите этот прогноз, вы еще не определились, чем я буду заниматься, или куда я буду переходить, как я буду это делать. Но уже в своей душе вы определились, что так быть не может, нужно что-то менять. И эта трансформация и есть перемены. Карта нам говорит только, чтобы мы где-то не торопились, потому что есть такой момент по этой карте. Нам придется в одиночку пройти через какой-то путь, когда темновато, когда мы наверняка не знаем. Может быть, действовать словно на ощупь, да? Почему говорят искусство мелких шагов. Сделал один шаг, осмотрись. Не форсируй что-то, сам себя не ускоряй, потому что как новую землю без карты исследуйте. И здесь, ну, как будто все ошибки должны быть сведены к минимуму. У горячности места точно нет. Несмотря на то, что, может быть, кровь закипает в жилах, от слова нужно подождать. Вполне вероятно. Но мы тут от того, что ускоряем искусственно какую-то ситуацию, да, например, пытаемся ускорить, ну вот мы тут про деньги, например, с вами смотрели. Нам говорят, есть еще какие-то объективные причины. И если начать на своем настаивать, то либо это невозможно ускорить в принципе, либо мы на какое-то противостояние можем наткнуться. Поэтому трансформация, она ведь предполагает какие-то новые способы действия. Давайте мне очень интересно задать такой вопрос или достать такую карту, как карты видят продолжение на ноябрь. Вот какие энергии пойдут у нас следом, наверное, когда закончится коридор затмения, а он как раз на оси весы, это солнечное затмение, и в октябре, и лунное затмение в Тельце. Это вопросы отношения финансов, они как раз вот и будут проигрываться. Вот каков будет переход на ноябрь по деньгам? Ну, правда, вот есть ожидания по деньгам, да? Ну, может быть, это как раз конец символизирует все то, что мы с вами говорили. У кого-то это может быть и пассивный, конечно, доход, но нам показывается дерево, будет какая-то стабильность. И даже если придется что-то подождать, как будто это же ожидание окупится сторицей. Дерево, на котором пентакли растут, деньги буквально нарисовано на этой карте, и нам говорят, деньги не отменяются, но они могут задерживаться. И где-то нам вот об этом только что тоже сказали карты. Видимо, для вас какой-то смысл, терпение, может быть, выносливость в плане необходимого ожидания.
тоже в себе нужно развивать. Потому что, знаете, говорят, ночь наиболее темна перед самым рассветом. А бывает так, что человек отказывается от своей идеи, человек отказывается от какого-то своего плана, когда 5 минут до победы. Он вдруг на волне импульса. Ах, была не была, ничего у меня не получилось. Как-то вот так, понимаете, действительно на одном импульсе может сдаться, а победа-то была в 2 шагах от него. Вот такое тоже может быть. Поэтому настойчивость где-то, она будет тоже для вас важна, мои дорогие овны. Я надеюсь, что этот расклад вам в помощь. Как-то вы переложите все, о чем мы говорили, на свою ситуацию, и подсказки для вас будут. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, императоры и императрицы, и будьте счастливы и любимы всегда.